Друзья, всем привет! Как я вам и обещал, я показываю все свои прокруты, которые я делал за эту рулетку. Ну, если так, в принципе, сказать, 100 прокрутов стоит довольно-таки дорого. Это около 7500 кристаллов выходит. И то, если вам очень сильно будет вести с выпадением супершанса. Когда вам выпадает супершанс, ваши прокруты умножаются, по сути, в 2 раза. Да? То есть первый раз, когда вы крутите до супершанса, и уже непосредственно в супершансе. Что касается самой рулетки. Ребят, рулетка довольно-таки прикольная получилась. Очень классно, что разработчики нам как бы дали билеты различные, да, фиолетовые, золотые, также осколки. И радует, что в этих слотах, да, которые вам могли выпасть, выпадает только 3000 золота, и то довольно-таки нечасто оно падало. В прошлом видосе, когда я записывал и говорил, что разработчики просто жесть какие алчные, они засунули скин в последний сундук, скин Сильвана, который можно было получить за PvP режим в первом сезоне. Ну, скажу так, что, в принципе, я согласен с многими из вас, которые писали комментарии под тем видосом, что количество игроков, у которых не было этого скина, намного больше, чем те, у кого он был. Да и тем более те, кто выиграли первое, третье место в первом PvP режиме, получили очень большое количество кристаллов, а также этот скин. Сейчас же, чтобы прокрутить все 100 раз, надо более 7500 кристаллов. Но, ребят, это действительно очень и очень много. Это, если вам так сказать, вам надо полностью 2 PvP сезона выигрывать хотя бы с винрейдом там 85-90, чтобы получить эти 7500 кристаллов. Но я также знаю, что если я прокручу эти все 100 раз, мне дадут по-любому какую-то компенсацию, и она будет 100% в виде золотых билетов. Единственный вопрос оставался, насколько много золотых билетов мне дадут в виде в компенсации за скин Сильвана. Если я, в принципе, знал, что за скин Шерри дают 40 фиолетовых билетов, потому что очень много кто в первые дни дошли до этого скина, скин у них, соответственно, был, и они получили по 40 билетов, то чтобы получить вот последние билеты компенсации, никто не знал, сколько это будет. Я все-таки решил крутить, так как у меня было около 20 тысяч кристаллов. Даже если я потрачу 7500, у меня еще, в принципе, большое количество кристаллов останется. А также, ребят, была очень большая надежда на то, что дадут около 60 билетов золотых. Даже если дадут и 30, это все равно будет очень-очень круто. Вы просто представьте, даже 30 умножить на 250 кристаллов за один золотой билет, это в сумме получается тех же 7500. Но за каждые прокруты, ребят, вы также можете получить как золотые билеты, так фиолетовые, также какие-то осколки героев. Ну, реально очень и очень крутая рулетка получилась. Я думаю, что эта рулетка, наверное, все-таки была такой одной из самых топовых, которая была в этой игре. Если разрабы запускали бы нам чаще такие штуки, это было бы очень и очень круто. Еще, ребят, скажу так, что у меня действительно получилось собрать очень большое количество фиолетовых и золотых билетов, но я их тратить сейчас не буду, потому что уже совсем скоро, буквально через месяц, может месяцы, там, неделю, у нас Новый год у всех. Я думаю, разработчики к этой дате приурочат еще какие-то новые обновления, добавят какие-то новые скины, а может быть и героев со скинами. Так что я решил все-таки ничего не тратить, оставить все так, как есть. Еще я думаю, что я за сколько там получается, 1,5 месяца еще что-то подсобираю. И таким образом у меня получится очень большое количество билетов. Я смогу купить все скины, которые будут выпущены на Новый год. Если вы еще не потратили свои билеты, оставьте их так же самое, как и я, и тогда вы тоже сможете купить новые скины. Прокруты я делал, в принципе, доходя до 150 кристаллов, да, за прокрут. И за 150 кристаллов я, ребят, не крутил. Только в последний день я крутил по 150, чтобы уже добить до циферки 100. Мне очень часто падали по 5 билетов в супершансе, особенно фиолетовых, но также выпадали и золотые. И таким образом у меня действительно получилось очень-очень много собрать билетов. Ребят, пока я кручу все, а я кручу на x2 скорости, чтобы вам не затягивать этот видос, хотел вас попросить обязательно поставить лайк этому видосу, написать какой-то комментарий, например, сколько у вас получилось собрать золотых и фиолетовых билетов, и смогли ли вы какие-то скины купить, довольны ли вы своим выбором или
или нет. А также подписаться на канал, потому что нас уже скоро будет 7500, а я вам напомню, что на 8000 я буду делать еще розыгрыши. Так что чем больше нас, тем лучше. Ну и комментарии, ребят, которые вы пишете, они дают возможность продвижения YouTube ролика, и, соответственно, большее количество людей узнает про эту игру. Вы уже видели, как я забрал типа скин Шерри, но забрал за него 40 фиолетовых билетов, что дадут мне возможность еще купить какие-то скины за фиолетовые билеты. Но, ребят, больше, конечно, ценится золото, так что вот как-то так. Еще хотел вам сказать, что в конце ролика я вам предоставлю табличку, в которой будет написано все, что мне падало за все 100 прокрутов. И сколько я суммарно потратил кристаллов на все 100 прокрутов. Также вы увидите количество билетов, которое мне упало, золотых и фиолетовых, и, конечно же, осколки. Различные осколки, я также их все посчитал, и вы это все увидите. Ну, в принципе, все, что я вам хотел, в принципе, рассказать про рулетку. Крутая рулетка, я думаю, что многие из вас крутили ее и получали вот реально прикольные бонусы. Теперь немножко, ребят, про дальнейшее хотел с вами поговорить. Так как я кручу рулетку, сейчас будет немножко тема другая. Я думаю, что в ближайшее время буду выпускать ролики чуть-чуть чаще. На прошлой неделе совсем не было времени. Я знаю, что многие пишут мне, что хотите больше роликов, там больше гайдов, больше разборов, каких-то прохождения глав и так далее. Но времени не было. Сейчас его немножко больше будет. Обязательно буду вам записывать прохождение всех глав. Обязательно сделаю разбор на Гугу, схожу с ней в какое-то испытание, например, или же в какую-то там сложную главу. Потому что этот персонаж просто взрывает всем мозг. И все те главы, которые вы не могли пройти, например, той же Хеликсом, той же Аяной, например, ну, любым персонажем, то Гугу справляется с этим очень и очень легко. А еще хотел вам сказать, что «Бесконечное приключение», оно немножко устарело. Я надеюсь, что разработчики как-то исправят его, добавят какие-то новые награды, либо новые этажи. Но с тем моментом, что у вас есть Google, вы свободно сможете доходить, ну, до 300 этажа вот вообще налегке. Я последний раз, когда играл, дошел до 350 этажа и упал только потому, что надо было заходить на работу банально, и вот не смог я доиграть дальше. Хотя я думаю, что 400 этаж Гугу можно пройти налегке. Еще и то, что у меня Гугу всего лишь 60 уровня, я ее не прокачивал. И, ребят, еще совсем недавно у меня случилась грандиозная штука. Я наконец-то собрал меч Град древнелегендарный, и теперь моя атака уже составляет 20 600. Думаю, еще немножко, и моя атака составит 21 000. Войду в этот такой элитный клуб 21 000, и будем, ребят, двигаться обязательно дальше. Нам остается сделать не так много прокрутов, где-то около 12, чтобы наконец-то узнать, сколько дадут компенсацию за скин Сильвана. Блин, скрестив пальцы, я действительно, ребят, ожидаю то, что дадут около 40, а может и 60 билетов золотых. Это даст мне возможность, в принципе, прямо сейчас пойти и купить какой-то прикольный топовый скин за 100 золотых билетов, но, как я уже ранее сказал, ребят, я этого делать не буду, потому что подожду все-таки новогодних праздников и посмотрим, какие топовые скины нам дадут вот на этот праздник. Возможно, новый герой, а возможно, будет еще один скин Райану, только уже не в Деда Мороза. Но я думаю, что, кстати, будет скин Снегурочки, но он будет уже не на Роллу, а на кого-то другого. Так что вот как-то так. Остается совсем немножко, ребят, прокрутов. Здесь нам падает Сильван. Дальше у нас, вау, супершанс. Супершанс — это действительно очень круто, и здесь может упасть как 5 фиолетовых билетов, так и золотых. Падает 5 фиолетовых билетов. Класс. Остается, ребят, 2 буквально прокрута, и мы узнаем, сколько нам дадут компенсацию за скин Сильвана. Жалко, что нельзя 2 скина иметь, но вот как-то так. Итак, ребят, тот момент, нажимаем и видим, сколько... 37 билетов. Ребят, ну 37 билетов это не так мало, как я думал. Это действительно очень круто. И если посчитать по кристаллам, это около 10 000 кристаллов. Вы видите суммарное количество билетов, которые у меня есть. И вот, ребят, для вас вот эта табличка. Сколько всего я потратил, что мне падали за осколки и какие мне падали билеты. Я надеюсь, что у вас результат не хуже моего, а даже лучше. Итак, вам всем спасибо, друзья, за просмотр. И до скорых встреч. Пока-пока.